Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с последними новостями, что происходит в Карабахе. Конкретно в городе Ханкинди. Рубен Варданян даже не скрывает, что испуган и взбешен. Назначили его госминистром. Он думал, что будет сейчас райская жизнь ему в Карабахе. Нет, я еще раньше говорил, зря он сюда приехал. Не будет ему спокойной жизни здесь. В общем, одни проблемы он себе на свою, как сказать, седую бороду получил. Сепаратисты Карабаха в панике. Армяне могут поверить правде азербайджанцев. Раик Арутюнян жаловался армянам на то, что азербайджанцы знают обо всем, что происходит в Ханкинди. Знает даже с точностью, когда он выходит из кабинета и едет в так называемый парламент. Он был реально напуган, но пытался свалить все на шпионскую сеть. В общем, следят и за Рейкером Итюняном, и за Рубеном Варданяном, за всех им, за шаги, которые они успели выйти, уже они знают, куда пошли и что они делают. Однако дело не в шпионах. Баку на самом деле знает о каждом шаге, находящемся под наблюдением сепаратистов. Теперь это честь, предоставленная Рубену Варданяну. В то время как Раик застрял в Армении и не может попасть в свое президентское кресло, Рубик Джан застрял в Карабахе и пытается использовать эту ситуацию, чтобы выйти в лидеры не просто по должности, а по сути, чтобы армяне Карабаха признали его таковым. Вот только момент для самоутверждения он выбрал очень неподходящий. Многодневная азербайджанская акция на Ачинской дороге – это очень большая проблема для кукольных властей, все еще играющие свое шоу в зоне временной ответственности миротворцев. Варданян даже не скрывает, что испуган и взбешен. Его глупые заявления, его трясущиеся небритые щеки и глаза, в которых собрались все фобии армянского народа, говорят обо всем. Некоторые наивные люди из его паствы в первые дни акции полагали, что миллиардер так крут, что появится перед азербайджанскими экологами вместо Волкова и всем покажет. Но Рубик не выходит из своего кабинета и вещает только оттуда, стараясь дезориентировать соплеменников, не дать им прислушаться к заявлениям азербайджанской стороны. В общем, Рубен Варданян оказался не крутой, а испуганный и взбешенный сейчас, что происходит в Карабахе. И вот сейчас такая уже информация пошла, что Баку не позволит иностранному криминалу грабить ресурсы Азербайджана. Но это конкретно относится к Рубену Варданяну. Криминальному бизнесмену Рубену Варданяну не будет позволено грабить природные ресурсы Азербайджана и носить серьезный ущерб окружающей среде, сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. Он подчеркнул, что незаконная эксплуатация природных ресурсов на территории Азербайджана должна быть прекращена, а эксплуатация всех природных ресурсов должна осуществляться на основе законодательства страны. Гаджиев отметил, что азербайджанские общественные деятели стараются пресекать незаконную транспортировку награбленных природных ресурсов и не препятствует движению других транспортных средств гражданского назначения. Вот сейчас мы не знаем конкретно, какой урон был нанесен Азербайджану на протяжении 30 лет, когда армяне эксплуатировали эти золотоносные рудники. Она по-прежнему остается серой зоной. А именно поэтому, что в Карабахе сохранилась серая зона, в ней возобновилась незаконная и бесконтрольная добыча ископаемых. Нелегальные промышленники не соблюдают экологические стандарты, а поскольку речь идет о добыче золота шахтовым способом, нужно говорить о применении токсических веществ на производстве. И очень огромный урон нанесен природе Азербайджана. Надо подчеркнуть, что речь идет об уроне, нанесенном не только окружающей среде, но, вне всякого сомнения, имело место и здоровье людей, которые занимались промыслом в этих месторождениях. Вот так вот. Ситуация, говорю, и азербайджанские экологи правильно бьют тревогу, и теперь все это будет прекращено. В общем, вот такая ситуация в Карабахе. Ну и Баку, да, серьезно решили заняться
чтобы уже прекратить этот беспредел и чтобы уже криминальные авторитеты, как Рубен Варданян, не грабили ресурсы Азербайджана. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.